И тут на самом деле есть неприятные новости, поскольку цифровая версия игры будет стоить $80 или евро в зависимости от региона, а физическая копия все 90. И на самом деле это очень плохой звоночек, поскольку это развяжет руки другим издателям для повышения цены. Да, да-да. Цены на видеоигры – это тема, которая волнует многих. Особенно с появлением на горизонте нового порога в $80 за AAA проекты. И знаете, честно говоря, я до сих пор не могу поверить, что 8К гейминг будет означать не игры в разрешении 8К, а игры с ценой 8000 рублей. Конечно, и раньше ходили шутки про это, но это были всего лишь шутки. Теперь же мы с каждым днем все ближе и ближе к этой реальности. Но тут возникает один вопрос. А всегда ли игры были доступны? Или мы просто забыли, или, может быть, не знали, как обстояли дела раньше? И на этот вопрос, чтобы вы долго не ломали голову, я вам однозначно скажу «да». Мы действительно забыли. Цены на игры всегда были динамичными и зависели от множества факторов на протяжении практически всей своей истории. И только в период с середины нулевых по 2020 год у нас была какая-то стабильность. Но и то, как по мне, достаточно мнимое. Здорово, народ! Меня зовут Лев, и давайте сегодня немного углубимся в историю, которая плавно перетечет в настоящее, и постараемся разобраться, а обосновано ли актуальное повышение цены, или же большие корпорации в попытках скрыть свои неудачи вынуждают нас, игроков, платить. Спойлер, не все так однозначно. Однако обо всем по порядку, и начнем мы, пожалуй, издалека. Но если ты хочешь перейти сразу к выводам, то вот тайм-код или щелкни на нужный раздел на таймлайне. Ну а тех, кто остался, я рад приветствовать в кратком экскурсе по истории цен на игры. В ранней эпохе игры могли быть чрезвычайно дорогими в пересчете на инфляцию, несмотря на примитивность контента. Самая ранняя веха начинается с Magnavox Odyssey, в которой игры представляли собой не то чтобы даже картриджи, а простые карты. Цены на них составляли около $5,5, что сегодня эквивалентно 40, что, как мне кажется, уже немало за то, что 3 пикселя гоняются по экрану. Благо, что в комплекте с этим чудом уже шли игры и все необходимое для них. Буквально спустя пару лет на рынок вышла Atari со своей консолью Pong, в которой и была, собственно, одна игра. И стоимость такой приблуды на тот момент составляла $100, что в пересчете на актуальные деньги равно примерно $570. Позже появилась Fairchild Channel F, первая консоль с полноценными картриджами, и ее основной конкурент Atari Video Computer System, которая просто сокращалась до VCS, которую позже переименовали в Atari 2600, чтобы ее было проще дифференцировать от новой консоли Atari 5200 и упростить маркетинг. Но все это не важно, важна стоимость игр и то, какую базу заложила Atari. Основой их монетизационной системы уже на тот момент служили не консоли, а непосредственно игры к ним. Как говорили источники того времени, индустрия всегда знала, что Atari никогда не получала основную прибыль с консоли. Она должна была быть бритвой, доступной по цене, на которую люди бы покупали лезвие. Стоимость картриджей для консоли в зависимости от года и производителя разнится. Ценовой диапазон начинается от 19 и заканчивается $34 в разные годы. И если приводить эти цифры к актуальным значениям, то на текущий год цена могла бы достигать порядка $120 за одну копию игры. Стоимость производства картриджа для консоли Atari 2600 в 80-х годах составляла примерно от 4,5 до $6 за единицу, а разработка самих игр стоила примерно от 30 до 50 тысяч долларов за редкими исключениями. И эта модель приносила компании достаточно немаленькие деньги. Возьмем навскидку самый популярный проект на этой консоли, а именно Pac-Man, и позанимаемся немного математикой, чтобы посчитать затраты и доход только от одной игры. В разных источниках пишут по-разному, но я буду опираться на цифры, которые я нашел, и поэтому оценка может быть достаточно грубой, но она коррелирует с данными из открытых источников, таких как Википедия, например. Итак, было продано примерно 7 700 000 копий игры, что говорит нам о том, что на производство самих картриджей ушло примерно $46 миллионов. Плюсом добавляем цену маркетинга, а именно $1,5 миллиона.
Цену на разработку тут, пожалуй, мы полностью проигнорируем, так как в общих цифрах она здесь на уровне погрешности. Сама игра стоила те самые 34 бакса, а следовательно принесла 261 миллион долларов дохода. Минус 47,5 на производство и получается 213,5, что на текущий момент превращается примерно в 709 миллионов долларов. Да, конечно, есть еще множество других сопутствующих расходов, но примерное понимание цифр теперь у вас есть. И это только с одной игры, представляете? Atari на тот момент нашли просто золотую жилу. Правда, к сожалению, это не спасло их от полного краха спустя какое-то время, но это уже совсем другая история. Ну и как видите, говорить о какой-то высокой цене разработки пока не приходится. В основном у компаний все траты падают на производство самих картриджей, когда как разработка занимает лишь долю процента в этой схеме. Далее у нас идет следующее поколение консолей, где цена вновь скакнула вверх. Хедлайнером всей этой тусовки стала Nintendo со своим Famicom или же NES, более известная в наших широтах как Dendy. Картриджи в этот период стоили уже значительно дороже, в зависимости от различных факторов, таких как сложность игры, объем памяти картриджа и использование дополнительных чипов. Цены на игры обычно находились в диапазоне от 25 до 60 долларов. Например, картридж с игрой The Legend of Zelda стоил 50 долларов, что если переводить на сегодняшние деньги равняется примерно 130. И этот картридж на тот момент был оснащен, если можно так сказать, передовыми технологиями. В NES не было постоянной памяти, способной сохранять данные после ее выключения. Чтобы обеспечить возможность сохранения игры, Nintendo внедрила в картридж батарею, обычную литиевую CR2032, которая питала небольшую область оперативной памяти. Эта память сохраняла данные о прогрессе игрока, такие как местоположение, инвентарь и другие параметры даже после выключения консоли. Производство же самих картриджей для Nintendo стоило порядка 5 долларов за штуку. Однако цена могла быть и выше в зависимости от того, что было внутри картриджа. Стоимость разработки игр также увеличилась. И если в прошлом поколении она достигала максимум 50 тысяч долларов и требовала в основном только одного разработчика и в редких случаях кого-то еще, то в третьем же поколении у большинства игр бюджет уже составлял от 50 до 300 тысяч долларов. А более амбициозные проекты, такие как, например, Final Fantasy или Dragon Quest, могли стоить 500 тысяч долларов или даже больше. Команды разработки также увеличились. Игры уже разрабатывались в большинстве своем небольшими командами от 2 до 5 человек, которые могли в себя включать помимо программиста еще и художников и композитора. Сроки разработки, естественно, тоже увеличились, и если в эпоху второго поколения консолей он составлял от 6 недель до 6 месяцев, то теперь это было от 3 до 12 месяцев, в зависимости от сложности игры и ресурсов команды. И вот после эпохи NES, если честно, начался какой-то дикий замес по нескольким причинам. Во-первых, поколения консолей начали меняться как перчатки. За последующие 10 лет сменится аж 3 поколения консолей. А во-вторых, соответственно, вместе с этим постоянно менялись форматы распространения игр, что в свою очередь влияло непосредственно на их конечную стоимость. Но давайте обо всем по порядку. В четвертом поколении, несмотря на то, что бюджеты на проекты увеличатся до 1 миллиона долларов ввиду увеличения сроков разработки вплоть до 18 месяцев, а также увеличения количества разработчиков в некоторых командах до 20 человек, стоимость на картридже за редкими исключениями не будет сильно выше прошлого поколения и будет составлять в среднем около 60 долларов, что по текущим меркам все те же ранее названные 130. Но как же так вышло? Стоимость производства одного картриджа для SNES зависела от сложности игры и используемых технологий, точно так же, как это было и с NES. Производство стандартного картриджа без дополнительных чипов обходилось Nintendo примерно в 5-15 долларов. Игры же, которые использовали специальные чипы, например, Super FX для 3D графики, могли стоить дороже в производстве вплоть до 25 долларов за единицу. Но при этом сторонним разработчикам Nintendo отпускала картриджи всегда примерно по 30 долларов за штуку.
Неважно, обходился ли он в производстве по 5 долларов, либо по 25. И при всем при этом купить картриджи не у Nintendo было нельзя. Дополнительно к стоимости производства разработчики платили Nintendo лицензионные отчисления, которые составляли нам уже знакомые 30% от розничной цены игры. Эта практика была введена еще в прошлом поколении, во времена Famicom. Кроме финансовых обязательств, Nintendo также устанавливала ряд условий для сторонних разработчиков, одним из которых была полная предоплата и отсутствие возвратов. Разработчики обязаны были оплачивать производство картриджей заранее, и возврат непроданных копий не предусматривался. Эти условия позволяли Nintendo минимизировать финансовые риски, в результате чего стоимость игр удалось удержать на одном уровне. Но были в этом всем и исключения из правил. Например, Street Fighter 2 содержал специальный чип для ускорения анимации и стоил 75 баксов, что по текущим меркам составляет примерно 170 долларов. Конечно, не все игры тогда стоили адекватно. Технологии и сложности производства – все это влияло на цену. Но вот что приятно, сейчас у нас есть выбор. И если хочется сэкономить или просто не переплачивать, то есть FunPay. FunPay – это площадка, где моментально можно купить игровые ключи или пополнить баланс. Несколько сотен продавцов готовы предложить тебе нужное за считанные секунды, без ожиданий и без танцев с бубном. Преимуществом платформы является то, что там продают такие же геймеры, как ты или я, с которыми ты можешь связаться и пообщаться до покупки, узнав все необходимые тебе подробности. Продавцам выгодно, чтобы ты купил именно у них, поэтому цены ниже, чем где-либо еще, и ты можешь найти и выбрать то предложение, которое подойдет именно тебе. Плюс вся сделка защищена. Продавец получит деньги только тогда, когда ты проверишь, что товар у тебя. Так что, если хочешь быстро и безопасно, просто заходи на FunPay и бери то, что нужно именно тебе. А возвращаясь снова в прошлое, хочется поинтересоваться, как там поживал в это время ПК. А то я последние минут 10 говорил исключительно о консолях. И знаете, наверное, можно сказать, что примерно точно так же. В эпоху четвертого поколения консолей персональные компьютеры активно использовали дискеты для распространения игр. Игры на ПК в то время часто поставлялись на нескольких дискетах. Например, The Secret of Monkey Island занимала от 4 до 8 дискет, а Doom 2 поставлялся на 5 штуках. Некоторые игры, такие как Elder Scrolls Arena, распространялись на 8 и более дискетах. Цены на игры для ПК в начале 90-х годов варьировались от 30 до 50 баксов, в зависимости от их популярности и от объема игры. С учетом инфляции это соответствует примерно 70 или 120 долларам в ценах на 2025 год. И вот оно пришло, пятое поколение игровых консолей, и ознаменовало оно собой широкое внедрение CD-приводов, а соответственно и дисков в качестве основного носителя игр. Это позволило увеличить объем данных на носителе примерно до 700 мегабайт, а также снизить стоимость производства и добавить такие функции, как полноэкранное видео и качественный звук. В отличие от картриджей, производство которых обходилось в 15 или 30 долларов за единицу, себестоимость CD-диска составляла менее 1 бакса. Это позволило издателям устанавливать более низкие розничные цены на игры. Например, игры для PlayStation часто стоили от 40 до 50 долларов, что на текущий момент эквивалентно примерно 80 или 100 баксам соответственно. Тогда как игры для Nintendo 64 на картриджах могли достигать 70 или 80 долларов, что примерно равно 150 на текущий момент из-за более высоких производственных затрат. Помимо всего прочего, Sony совершила настоящую революцию в продажах видеоигр. Компания первой сделала ставку на централизованную дистрибьюцию. Игры для PlayStation должны были стоять не на общей полке, а на отдельном фирменном стеллаже. Более того, ассортимент хитов оставался примерно одинаковым в любом магазине, будь то крупная сеть или небольшая торговая точка. Такой подход резко усилил конкуренцию между проектами по объективным причинам. Цена же в 50 долларов стала восприниматься потребителями как справедливая и ожидаемая. Попытки установить более высокие цены могли привести к снижению продаж.
поэтому издатели просто предпочитали придерживаться этого ценового диапазона. Так что можно сказать, что благодаря Sony и ее вступлению в большую гонку произошла стандартизация цены на игры того времени. Благодаря уменьшению издержек на производство носителей, а также увеличенные объемы памяти самих носителей, разработчики начали делать игры намного более детализированнее и дороже в разработке. Бюджеты того времени выросли и стали начинаться от $1 миллиона, и в среднем могли достигать 5. В редких исключениях, таких как, например, Final Fantasy VII, бюджет на разработку мог достигать порядка, вы только вдумайтесь, 40-45 миллионов долларов. Это невероятно огромные деньги по тем временам. На ПК к середине 90-х диски тоже заняли ведущую роль как способ распространения контента. И поэтому, если мы говорим про официальную дистрибьюцию, то цены там были на том же самом уровне, что на других платформах. Неофициальные же игры благодаря пиратству могли стоить сильно ниже. Лично я помню, как в начале нулевых РРЦ у пиратов составляла примерно 100 рублей за диск, что по тем временам всего $3. Дальше же у нас идет 6-е поколение консолей, но его, как мне кажется, можно пропустить. Это не говорит о его неважности, поскольку оно нам подарило как минимум самую продаваемую консоль всех времен, а именно PlayStation 2, множество хитов и так далее. Просто в рамках сегодняшней темы и ценообразования оно не принесло ничего нового. Игры остались примерно на том же уровне, при этом разработка дорожала с каждым годом все больше и больше. Сейчас же давайте мы сразу перейдем к эпохе PlayStation 3 и Xbox 360, а также к старту эры цифровой дистрибьюции игр. Впервые знакомый нам ценник в $60 появился с выходом Xbox 360. Первой игрой, установившей эту розничную цену, стала Call of Duty 2 от Activision, выпущенная в ноябре 2025 года в качестве стартового тайтла для консоли от Microsoft. Это решение стало поворотным моментом в индустрии, установившим новый стандарт цен на игры AAA-класса. Объяснялся он уже банальным и простым увеличением стоимости разработки. И как бы это не было смешным и банальным, но это действительно так. Ведь между последним изменением цены прошло практически 12 лет, и за это время технологии скакнули сильно вперед. А следовательно и стоимость работы с этими технологиями тоже. Согласно данным, бюджеты AAA игр удваиваются примерно каждые 5 лет, что напоминает закон Мура в сфере технологий. Да и сам закон Мура непосредственно на это повлиял. Можно, наверное, даже предположить, что одно в данном контексте непосредственно влияет на другое. Не во всех, конечно, ситуациях, ведь стоимость разработки складывается не только из того, насколько продвинутое железо, но и из десятков других факторов, часть из которых мы определили ранее. Для тех же, кто не знает, что такое закон Мура, я поясню. Закон Мура — это эмпирическое наблюдение, согласно которому количество транзисторов на процессоре удваивается каждые несколько лет. Для сравнения, в PlayStation 1 стоял процессор, содержавший в себе всего 15 тысяч транзисторов, тогда как в PlayStation 3 эта цифра уже достигала 234 миллионов. И если очень сильно упрощать, то количество транзисторов напрямую влияет на то, насколько игры могут быть масштабными, красивыми и реалистичными. Чем их больше, тем выше производительность, лучше графика, умнее искусственный интеллект и быстрее загрузки. Именно рост транзисторного бюджета позволяет создавать открытые миры, продвинутую физику и кинематографичный игровой опыт. Бюджеты к старту поколения на новые игры стали достигать 15-20 миллионов долларов. При этом хватало и проектов, которые очень легко выходили за эти рамки. Например, Halo 3, которая вышла в 2007 году, стоила порядка 30 миллионов долларов, а маркетинговые расходы достигали 40. Общий же бюджет GTA 4 достигал уже порядка 100 миллионов долларов. В этот период, когда на рынке осталось всего 3 игрока, а также ПК, когда масштаб игр благодаря технологиям кратно вырос, а также выросло время, необходимое для их потребления, все больше и больше бюджетов начало вкладываться в маркетинг и продвижение игр, что также сильно влияло на конечную стоимость продукта. Но при этом всем цена в $60 оставалась неизменной на протяжении последующих 15 лет, несмотря на инфляцию и рост затрат на разработку. И вот я снова задаю вопрос, а как же так вышло? И снова у меня для вас есть ответ. Это стало доступным благодаря сочетанию рыночных, технологических и поведенческих факторов.
Во-первых, рост цифровой дистрибьюции. В эру уже ранее названного седьмого поколения консолей происходит рассвет продаж игр в уже привычном для нас цифровом формате. И примерно в этот момент стало окончательно ясно, что теперь основной бюджет отныне это разработка, а не носители, как было раньше. Steam, запущенный компанией Valve в 2003 году и изначально предназначавшийся для обновления собственных игр, уже в 2005 стал платформой для распространения сторонних проектов. И если вы хотите побольше узнать про историю крупнейшего магазина игр для ПК «Бояр», то я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с недавним роликом Дрю. Там подробно изложен весь путь творения Гейба Ньюэлла. Также в этот момент открывается Xbox Live Marketplace, ныне известный как Xbox Game Store, и PlayStation Store. Все эти сервисы давали доступ к покупке и скачке игр, дополнений и других материалов. Причем с каждым годом процент приобретения в цифре растет. В 2024 году физические носители составили менее 5% от общего объема доходов индустрии видеоигр. Да, конечно, вместо производства дисков и их дистрибьюции по миру теперь надо заниматься построением дата-центров и прочего. Но, как говорится, впрочем, это уже совсем другая история. вторым немаловажным пунктом, который способствовал удержанию цены на протяжении столь долгого времени, как мне кажется, были DLC. Несмотря на то, что первые шаги в направлении загружаемого контента были сделаны еще в 80-е и 90-е годы прошлого столетия, благодаря, например, такому сервису как GameLine для уже ранее названной Atari 2600, и Cave Dog Entertainment с их бесплатными ежемесячными дополнениями для своей стратегии в реальном времени Total Annihilation, настоящим прорывом в распространении загружаемого контента стало дополнение Horse Armor Pack для Oblivion, которое стало первым широко известным платным DLC. И хотя оно вызвало споры из-за своей стоимости и содержания, этот шаг ознаменовал начало новой эры в монетизации видеоигр. DLC продавалось по цене $2,5 на Xbox и $2 на ПК. Учитывая высокие продажи, можно предположить, что доход только от этого дополнения составил значительную сумму, возможно, миллионы долларов. И с одной стороны, вроде бы DLC это благо. Например, крутые сюжетные дополнения, такие как Dishonored The Knife of Downwall или Far Cry 3 Blood Dragon или крутейшие дополнения для третьего Ведьмака, позволяют вернуться в любимые миры и продолжать их изучение с горой нового контента. Или же вообще взглянуть на историю совершенно с другого ракурса. И за такое не жалко отдать 15 или 30 долларов, поскольку качество таких проектов ну просто запредельное. Но, к сожалению, с тем же успехом разработчики могут преднамеренно удалять части основного контента из игры с целью последующей продажи его в виде DLC. Такой подход воспринимается как попытка монетизировать уже готовый материал, что, как по мне, вызывает больше недовольства от такого рода проектов. Ну и третьим основным пунктом для удержания цены на одном уровне на протяжении 1,5 десятилетий, как по мне, стали микротранзакции. И если поначалу они были прерогативой мобильных или фри-то-плей игр, то со временем это перетекло сначала в платные игры, которые заточены под мультиплеер, а потом уже и в одиночные проекты. Одним из первых заметных примеров внедрения микротранзакций в одиночные AAA игры стала Dead Space 3, где игрокам предлагалось приобретать ресурсы для крафта за реальные деньги, что очевидно вызвало у игроков недовольство. Отдельными пунктами по удержанию цены, наверное, можно назвать практику оформления предзаказов и различных дополнительных изданий, включающих в себя различного рода бонусы, вплоть до раннего старта за дополнительную плату, а также постоянные ремастеры и переиздания старых игр, в основном с визуальными изменениями и добавлением поддержки новых платформ, которые стали особенно популярны в последние годы. Плохи ли все эти элементы сами по себе? Да, наверное, нет. Каждый сам выбирает, как ему удобнее играть. Однако, когда в угоду получения дополнительной прибыли компания намеренно занимается ухудшением своей игры, то тут уже, конечно, возникают вопросы лично у меня относительно того, а буду ли я приобретать дальше игры этого разработчика или издателя, или же все-таки нет. Все эти ранее названные способы помогали удерживать такой психологически важный барьер цены для потребителей на протяжении 15 лет.
Но в 2020 году с выходом 9-го поколения консолей ценник на AAA-тайтлы снова сдвинулся и стал достигать $70 за базовое издание игры. И причиной все те же: увеличение стоимости разработки. Если бюджет первой Last of Us достигал $100 миллионов на PlayStation 3, то вторая часть уже стоила 212 миллионов. Бюджет первой части Человека-паука нам неизвестен, зато сиквел обошелся в $300 миллионов. Horizon Zero Dawn в 2017 году стоил разработчикам $47 миллионов. Однако сиквел спустя 5 лет также перевалил за 200. И знаете, я не говорю про это в таком ключе, что мне кажется, что игры, названные мной выше, плохие и не должны стоить $70. Нет, игры стоят ровно столько, сколько вы готовы за них заплатить. И если вас цена устраивает, то окей. Тем более, благодаря ретроспективе можно было увидеть, что актуальные цены на игры — это еще по-божески. Однако, лично я, человек, игравший во все названные тайтлы, если честно, немного в ахуе с их бюджетов, и лично мне они кажутся дико раздутыми. Опять же, повторюсь, игры хорошие и крутые по большей своей части. Но тот же Человек-паук как будто бы не стоит тех денег, которые на него потратили. Да, неплохой сиквел, да, технологически он сделан отлично, однако помимо быстрых загрузок и двух персонажей, оба из которых уже были играбельными в разных частях игры, особой разницы между этими частями нет. В том же Horizon та же история. И при всем при этом есть игры, которые сделаны так же качественно и красиво, но стоят в разработке они кратно дешевле, что позволяет ставить цену на конечный продукт ниже, просто потому что их авторы не гонятся за сверхприбылями для своих инвесторов. Например, Alan Wake 2. Цена его разработки и маркетинга обошлась суммарно примерно в $70 миллионов. И при этом продается он за 50. Или же недавняя экспедиция, цена на которую тоже составляет всего $50. Одним из доступных решений этой проблемы в данной ситуации лично мне видится уменьшение масштабов проектов, поскольку не всегда больше значит лучше. Возможно, компаниям пора сосредоточиться на более камерных проектах, но которые будут удивлять игрока по-другому, например, геймплейно, принося инновации в уже известные нам жанры. И вот мы наконец-то подошли вплотную ко второму повышению цены за это поколение, амбассадором которого выступила компания Nintendo на своей презентации второго Switch'а. И если честно, я их могу понять. Игры на их консоль все последнее поколение стоили $60 и иногда 70. В их проектах не было микротранзакций, за редкими исключениями, для сервисных игр. Ты от А до Я получал законченный, насыщенный контентом продукт, который оставлял у тебя уйму эмоций. И почему физическая копия будет стоить дороже, исходя из всего того, что я сказал ранее, надеюсь, теперь тоже становится очевидно. Просто потому, что у картриджей высокая стоимость производства. Использование в своих носителях современных технологий, которые не будут уступать по скорости считывания информации современным SSD, стоит денег, ввиду чего стоимость и игр на этих физических носителях будет выше. И знаете, до того момента, как я начал готовить этот материал, я хотел подать эту тему совсем с другой, более популистской стороны. Я подумал, что, вот же ж уроды, снова повышают цены, и 5 лет же даже не прошло, да что ж, такое? Но, изучив эту всю историю, которую я теперь донес и вам, я понимаю, что в определенные моменты объективные причины для повышения цен существуют. И, возможно, мы действительно порой зажираемся и хотим чего-то по совсем уж смешным ценам. Но я также и понимаю возмущение людей. За последние 5 лет после ужасного запуска Киберпанка, когда нам подсунули недоделанную полурабочую игру, издатели как с цепи сорвались и взяли этот тренд в работу. Сейчас, по ощущениям, каждый второй релиз страдает из-за различного рода технических и не только проблем. И если у тебя не топовое железо, а иногда даже если топовое, ты будешь страдать либо от огромного количества багов, либо от отвратительной оптимизации, поскольку игра сделана на Unreal Engine 5, либо и от того, и от другого вместе. И, как говорил классик, это печально. Люди просто не хотят платить больше за продукты, которые перестали удовлетворять хоть каким-то нормам качества.
Почему-то в последние годы стало считаться достижением то, что игра не лагает или оптимизирована, хотя на мой взгляд это должен быть все же порядок нормы. И во всей этой истории пугает меня совершенно другое. Тот факт, что вслед за Nintendo цену повысили Microsoft, вот что меня действительно напрягает. И то, что я вам приводил стоимость разработки Sony здесь, это не просто так. Понимаете, для того, чтобы отбить такие огромные бюджеты, игры должны продаваться не просто большими тиражами, а огромными. Например, чтобы просто выйти в ноль, Человеку-пауку надо было продать 7 миллионов и 200 тысяч копий. А за игры про Элой и Элли компания Sony получила всего приблизительно по 300 миллионов долларов прибыли с каждой, что практически равносильно их производственным бюджетам, а там на секундочку еще не учитывался маркетинг. И согласитесь, это не выглядит как безумная сверхприбыль уровня того же Пакмана. И для потребителя здесь все выглядит вроде окей. Игра продалась и принесла деньги. Но проблема в том, что корпорации не думают такими категориями, поскольку, во-первых, им надо показывать постоянный рост прибыли для инвесторов любым доступным способом. А во-вторых, если бюджеты на игры только растут, то такой прибыли явно не хватит для инвестирования в дальнейшие проекты. Однако, повысив стоимость на $10, компания с каждого миллиона копий сможет делать дополнительные 10 миллионов выручки. И тут мы, игроки, уже будем платить за эти самые раздутые бюджеты компании из своего кошелька. За покупку Activision, Microsoft и прочие сделки, принесшие им большие затраты, платить будем тоже мы. И начнется это уже с сезона праздников в этом году. И пока другие издатели ничего не говорят о повышении цены, нужно понимать, что это лишь вопрос времени. Даже если кто-то сейчас в рамках популизма для поднятия социального рейтинга ввиду прошлых провалов и говорит обратное, все равно он присоединится к остальным, потому что упускать прибыль – это глупо. И знаете, на фоне всего этого муссирующиеся постоянно слухи о том, что GTA 6 может стать игрой с базовым ценником за 100 или более долларов, уже не кажется мне выдумкой. Отдельным пунктом хочется отметить, что Microsoft повысили цены не только на игры, но и на консоли. Теперь некоторые ревизии Xbox Series X по цене стали равносильны PS5 Pro, что, как по мне, вообще выглядит достаточно смешно. Но все-таки давайте будем подводить итоги. Вспоминая все ранее сказанное, можно на самом деле сказать, что и актуальный рост цен на игры – это, с одной стороны, нормально. Но знаете, в чем ирония? Пока корпорации выдавливают из нас все больше и больше, мы сами продолжаем покупать. Мы платим за предзаказы, за ранний доступ, донатим в сингловых играх, платим за эксклюзивную броню, которую никто кроме нас не увидит. Мы сами поддерживаем эту экономическую систему, в которой цена давно перестала отражать действительную ценность конечного продукта. И в этот момент у меня возникает самый главный вопрос. А готовы ли мы к этой эпохе, где 8К гейминг будет означать не разрешение, а стоимость? Где игра за $100 это не что-то эксклюзивное, а новый стандарт? Если да, ну что ж, добро пожаловать в новую эру. А если нет, возможно, пора вспомнить, что у нас все еще есть выбор – голосовать рублем, долларом, евро и здравым смыслом. Цените свое время, свои деньги и хорошие игры. И если вы досмотрели до конца, не поленитесь поставить лайк и подписаться на канал, если вы не сделали этого ранее. И обязательно пишите, что вы думаете насчет всего этого. Ну а у меня на этом все. До скорых встреч и пока-пока.